Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 100 тайн кладов и сокровищ, спрятанных по всему миру. Из этого видео вы узнаете следующее. Как была создана и куда пропала знаменитая янтарная комната, которую называли восьмым чудом света за ее потрясающую красоту. Как два бостонских грабителя ограбили музей на сумму более $500 миллионов. Сколько яиц изготовил знаменитый Фаберже, сколько из них было утеряно, а также сколько стоит одно такое яйцо, сколько сокровищ скрывают 170 тайников генерала Ямасита по прозвищу Малайский тигр, расположенных в труднодоступных районах по всей территории Филиппин. Какой приз получит кладоискатель, первым разгадавший 11 подсказок из книги Макса Валентина и нашедший золотую сову? Откуда у Колчака взялось столько золота, сколько он отдал большевикам, а сколько припрятал и где? Где потерялись сокровища российской царской казны, которые были разграблены поляками и отправлены Сигизмунду III? Какая находка в индийском храме Шри Падманабхасвами в июле 2011 года потрясла не только Индию, но и весь мир? Как зародилась легенда о богатейшей стране золота Эльдорадо, где она расположена и сколько сокровищ там добыли на самом деле? Какой клад стоимостью $180 миллионов наконец-то нашли, но никак между собой не поделят кладоискатели и страховые компании? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы хотим рассказать вам о тайнах кладов и сокровищ, спрятанных по всему миру. Мы коснемся как еще не найденных кладов, так и сокровищ, которые уже были найдены в самых разных уголках земного шара. Уверены, эта тема не оставит никого равнодушным, ведь факты о тайнах сокровищ всегда будоражили умы людей, и убежден, продолжат это делать и в будущем. 1. Флорентийский бриллиант. Бриллиант не из Флоренции, как можно подумать, а из Индии. Большинство специалистов считает именно так. Камень ярко-желтого окраса, весом 137 карат, 28 грамм, появился в Европе в конце 15 века. Чуть более 100 лет назад австрийский император Карл I в изгнании решил продать сию великую ценность. Посредником в сделке выступил земляк Бруно Штайнер. После того, как камень перешел к нему, след сокровища затерялся, где сейчас бриллиант никому не ведомо. 2. Рукописи Леонардо да Винчи. Франческо Мельци, ученик да Винчи, получил в наследство от своего учителя массу чертежей и рукописей. Жаль, но после смерти хранители документы частично растащили, частично растеряли. Исследователи полагают, что до наших дней дошла, дай бог, 1/5 всех научных трудов Леонардо. 3. Потерянный саркофаг Микерина. История вполне в духе Индианы Джонса. Самая маленькая пирамида в Гизе носит имя Микерина. При исследовании пирамиды 200 лет назад были обнаружены гроб и саркофаг фараона Микерина. Их погрузили на судно, отплывавшее в Англию, но оно попало в шторм и затонуло. Гроб спасти удалось, а вот саркофаг сгинул навеки. 4. Письмо Джека Потрошителя из ада. До сих пор эксперты спорят, действительно ли письмо из ада отправил сам Джек Потрошитель, а получил его глава комитета бдительности Уайтчепела Джордж Ласк 15 октября 1888 года. Криминалисты современности очень переживают, ведь если бы им в руки попал оригинал, многие вопросы отпали бы.
5. Драгоценности короны Ирландии. Ювелирная коллекция была сделана в 1783 году, на ее создание ушло 394 драгоценных камня. Происхождение камней было разным, некоторые из них пришли из Турции и от правителей династии Великих Моголов. Сокровища были похищены из Дублинского замка в 1907 году. Похититель по сей день неизвестен, хотя подозреваемые имелись. 6. Потерянная фреска да Винчи. Утраченной считается фреска Леонардо да Винчи для зала Большого Совета во Флоренции. Одна радость – сохранились ее копии и зарисовки. На фреске изображено сражение при Ангьяре, когда архитектор и художник Джорджо Вазари руководил реконструкцией зала в 1563 году, фреска словно испарилась. Существует версия, что работа Вазари скрывает фреску да Винчи. Есть и другая версия – да Винчи не рисовал эту фреску. 7. Леда и лебедь Микеланджело. Утраченная темпера на холсте Микеланджело изображала эпизод древнего мифа, как Юпитер соблазнил Леду. Что случилось с картиной, никому не ведомо. Основная версия – лет 500 тому назад ее могли уничтожить из-за оскорбительно откровенной графики. Тем не менее, несколько репродукций сохранилось. 8. Янтарная комната. Символ как русских, так и немецких шедевров, янтарная комната была гордостью и радостью дома Романовых. Она таинственно исчезла во время Второй мировой войны и по сей день остается ненайденной. И пока русские мастера и ученые воссоздают это удивительное место, в 21 веке местонахождение оригинальной янтарной комнаты продолжает вызывать споры среди энтузиастов. Петр Великий, первый русский император, правивший с 1682 по 1721 год, известен своей любовью к диковинкам. Его коллекция необычных и уникальных предметов, или так называемая кунсткамера, комната, полная исключительных вещей от минералов до деформированных человеческих эмбрионов, продолжает экспонироваться в Петербурге. Даже во времена Петра каждый монарх в Европе знал, что нет лучшего способа угодить могущественному русскому царю, чем сделать ему необыкновенный подарок. Именно так поступил Фридрих Вильгельм I Прусский, когда хотел завоевать расположение Петра. В 1716 году он подарил русскому императору комнату, спроектированную лучшими прусскими архитекторами эпохи барокко, и скульптуры, украшенные янтарем и золотом. Это была знаменитая янтарная комната, которую позже назвали «Восьмым чудом света», за ее потрясающую красоту. Во время правления Адольфа Гитлера Германия официально объявила, что многие произведения искусства прошлых веков, включая комнату, были украдены немецким народом. По словам Альфреда Раде, немецкого искусствоведа, который якобы заботился о янтарной комнате после того, как она была украдена, она пережила даже тяжелые бомбардировки Кёнигсберга в 1944 году, где она якобы хранилась. Однако советские войска, захватив город, так и не нашли ее следов. С тех пор то и дело всплывают сообщения о ее находке, однако ни одно из них не подтвердилось. В 2003 году, когда все надежды иссякли, комнату реконструировали с нуля в Екатерининском дворце. 9. Портрет кисти Рафаэля. Нацистские власти изъяли произведение, портрет молодого человека, из галереи, желая выставить его на выставке в городе Линцы. После этого портрет стал мигрировать непредсказуемым образом. В последний раз его видели в доме германского политика Ганса Франка в 1945 году. 10. Королевская шкатулка. В 1800 году польская графиня Изабелла Черторийская собрала так называемую королевскую шкатулку, в которой содержались ценнейшие артефакты королевской династии. В сентябре 1939 года, после вторжения Германии в Польшу, коробочка попала в руки нацистов. Сама шкатулка уцелела, а вот сокровищ уже никто не видел. 11. Оригинальный трофей Жюля Риме. Золотой кубок с малахитовым основанием был вручен на первом чемпионате мира по футболу в 1930 году
и передавался от одного чемпиона другому каждые 4 года. После того, как Бразилия выиграла соревнование, в третий раз в 1970 году бразильцам вручили трофей и разрешили оставить его себе. К сожалению, чаша была украдена в 1983 году и растворилась в пространстве и времени. 12. Первый в истории полнометражный фильм. Австралийский кинофильм 1906 года «История банды Келли» стал первой полнометражной лентой. Это была криминальная история, после показа которой в тех краях резко выросла преступность. Сохранить пленки никто не удосужился, до наших дней дожили лишь разрозненные фрагменты. 13. Гобелен из Байо. Дивный и странный предмет. Лоскутное средневековое полотно XI века с боевыми сценами. Размер огромный, 70 метров на полметра. Гобелен пережил несколько войн и революций, что сказалось на его состоянии. 1/10 часть гобелена потеряна, и всем очень хочется узреть его целиком. 14. Сокровище Немруда. Месопотамский древний город Немруд нынче находится на территории Ирака. Он был захвачен в июне 2014 года и разграблен террористической группировкой «Исламское государство», террористическая организация, чья деятельность запрещена в России. 2 года спустя поселение отвоевали обратно и принялись подсчитывать пропавшие вещи. К сожалению, не досчитались львиной доли сокровищ, часть их была продана на черном рынке. 15. Про Гамлет. Почти мифическая пьеса Томаса Кида, которая является священным граалем для историков и любителей театра. Она исполнялась на лондонской сцене до привычного нам Гамлета и наверняка послужила основой для творения Шекспира. До наших дней не дошло ни рукописей, ни дубликатов, однако поиски прото-Гамлета не утихают. 16. Меч Хандзё Масамуне. Этот японский меч, отлитый легендарным оружейником Масамуне, считается самым знаменитым артефактом в истории Японии и причислен к национальному наследию. К сожалению, после Второй мировой войны меч пропал. По одной из версий, древнее оружие после проигрыша Японии было переправлено за границу в руки представителей антигитлеровской коалиции. Где скрывают эту японскую реликвию сегодня, до сих пор неизвестно. 17. Украденные шедевры музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Здесь постарались 2 бостонских грабителя, которые вынесли 13 предметов искусства на сумму более $500 миллионов. 18 марта 1990 года злоумышленники представились полицейскими и связали охрану. После этого они вынесли добро, среди которого аж 3 работы Рембрандта. Кто совершил столь дерзкое преступление, неизвестно, как неизвестно и нахождение предметов. 18. Вознагражденные усилия любви. Еще один театральный священный Грааль. Комедийная пьеса Шекспира, текста которой никто не видел, кроме его современников. Ни одной копии пьесы до наших дней не дошло, есть лишь упоминания о ней в театральных справочниках. Правда, существует вероятность, что Шекспир изменил название постановки, и нам эта пьеса хорошо известна. 19. Энциклопедия Юнле. Величайшая бумажная энциклопедия в истории цивилизации. Написана согласно повелению китайского императора Юнле в самом начале 15 века. По сути, являла собой полную компиляцию из всех книг императорской библиотеки. Из материалов на 510 тысяч страниц выжило от силы 4%. Самая вероятная причина утраты – пожар в запретном городе. 11 томов хранились в Ленинграде, но были возвращены Китаю в 1958 году. 20. Евангелие I века. До наших современников дошли рукописные копии Евангелий от Марка, Луки, Иоанна и Матфея, но только из II века. Хотя совершенно очевидно, что должны существовать оригиналы или даже черновики из I века. Ни один из них исследователям на глаза по сей день не попадался. 21. Гробница Чингисхана. Смерть Чингисхана окутана тайной. Великий хан умер летом 1227 года во время похода по верховьям Желтой реки в Инчуань.
истинная причина его смерти остается неизвестной. Логично предположить, что он умер от ран, полученных во время боя. Вероятнее всего, эти раны были нанесены не вражеской стрелой, как предполагал итальянский исследователь Марко Поло, а падением с лошади во время охоты. Тайна, окружавшая смерть Чингисхана, породила так много домыслов, а позже вдохновила бесконечный поток апокрифических историй, которые едва ли можно отличить от чистого вымысла. Историки утверждают, что за много лет до своей смерти великий хан пожелал быть похороненным в безымянной могиле в горах Бурхан-Халдун в Монголии. После смерти великого монгола его тело было перевезено солдатами на родину, где он был похоронен согласно его просьбе, без мавзолея, без храма, без надгробия. Согласно легендам, каждый солдат, участвовавший в погребении, был убит, чтобы сохранить место захоронения в тайне. Другие мифы утверждают, что преданные и верные ему люди выпустили 1000 лошадей в районе захоронения, чтобы как можно тщательнее скрыть любые признаки человеческой деятельности и вмешательства. Это место всегда держалось в строжайшем секрете, и даже после столетий исследований и раскопок оно и по сей день считается священным. 22. Сокровища рыцарей-тамплиеров. Рыцари-тамплиеры были одним из первых и самых известных религиозных военных орденов в Европе, основанным в 1119 году. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы поддержать новое Иерусалимское королевство против мусульманских соседей и защитить христианских паломников, посещающих святые места. Со временем орден приобрел огромное влияние и богатство. Видя угрозу в лице тамплиеров, Филипп IV заручился поддержкой папы, чтобы справиться с ними. В 1307 году он арестовал самых влиятельных рыцарей и разгромил их казну. Однако она оказалась пустой. Что такое сокровище тамплиеров и где оно спрятано, остается загадкой, которая очаровывает мир на протяжении 7 веков. 23. Затерянный голландец. Наверняка многие слышали о шахте «Затерянный голландец», расположенной в горах Суеверия близ Финикса, штат Аризона. Потерянный голландский рудник – это якобы золотой рудник, найденный могущественной мексиканской семьей в начале 1800-х годов. В течение многих лет они добывали столько золота, сколько могли, держа это в секрете, пока их последняя экспедиция не закончилась смертью почти всей семьи, убитой апачами в этом регионе. Последним человеком, который якобы видел шахту, был немецкий иммигрант Якоб Вальцер, который нашел ее в конце 1800-х годов вместе со своим партнером и спрятал часть золота где-то в горах. До своей смерти, в 1891 году, он описывал расположение шахты только одному человеку, своему соседу, который ухаживал за ним в последние дни. Тем не менее, многие безуспешно пытались найти его. На самом деле, этот район и само сокровище в настоящее время считаются проклятыми, так как многие, кто пытался найти их в прошлом, никогда больше не возвращались. 24. Библиотека московских царей. Считается, что в библиотеке московских царей, иначе известной как библиотека Ивана Грозного, поскольку она исчезла после его смерти, хранилась легендарная коллекция древних книг. Утраченная библиотека русского царя Ивана Грозного продолжает оставаться главной проблемой и неразрешимой загадкой для историков и археологов. Дело в том, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что она вообще существовала. Библиотека насчитывала около 1000 книг, в том числе уникальные шедевры греческой и римской литературы, доставшиеся русскому царю от его бабушки Софьи, которая первоначально привезла библиотеку в Москву из Рима. Царь, снискавший славу жестокого правителя, не только унаследовал библиотеку, но и обогатил ее редкими рукописями со всей Европы. Список включал 142 тома истории Рима Тита Ливия, из которых сегодня известно только 35, полную версию трактата Цицерона «Де Република», из которой до наших дней сохранились лишь небольшие части, и множество других древних рукописей. По легенде, Иван Грозный спрятал коллекцию где-то в Москве, но после его смерти в 1584 году никто не мог сказать,
где она была и существовала ли вообще. Можете себе представить, как сильно это изменит историю, если когда-нибудь это книжное захоронение будет обнаружено. 25. Ковчег Завета. Ковчег Завета, несомненно, остается одним из самых мистических объектов, упоминаемых в Библии. Все помнят бессмертную классику Спилберга «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега, где отважный Индиана Джонс прошел через великие приключения, чтобы обнаружить бесценный артефакт. Но что же такое ковчег? Согласно описаниям в Библии, это был сундук из дерева акации с золотым кожухом, который символизировал присутствие Бога среди людей. Внутри хранился золотой горшок с небесной маной, жезл Аарона и две таблички с написанными на них Божьими заповедями, полученные пророком Моисеем на горе Синай. Ковчег был перенесен иудеями в землю обетованную. Благодаря его сверхъестественным силам народ Яхве был непобедим. Сила ковчега иссушила реку Иордан для переправы израильтян и послала болезни филистимлянам, которые осмелились сражаться с избранниками Божьими. Ковчег продолжал существовать во время правления царя Иосии в VII веке до нашей эры. Считается, что он был утрачен во время завоевания Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в 587 году до нашей эры или ранее, поскольку не был упомянут среди реликвий и сокровищ, награбленных из храма Соломона. Повинуясь Божьему повелению, израильтяне больше никогда не создавали ковчег, и его тайна осталась безвозвратно утерянной. 26. Яйца Фаберже для семьи Романовых. Петр Карл Фаберже был русским ювелиром французского происхождения. Он известен исключительным качеством и красотой своих работ и особенно популярными яйцами Фаберже. Царская традиция коллекционирования яиц Фаберже началась с царя Александра III, который в 1885 году заказал декоративное пасхальное яйцо из мастерской Фаберже в подарок своей жене, императрице Марии Федоровне. Получив подарок, Мария Федоровна увидела обыкновенное яйцо, сделанное из белого золота. Но император приготовил в яйце несколько сюрпризов. Открыв его, она обнаружила золотистый желток. Подобно русской матрешке, яйцо было полно сюрпризов, желток раскрывался, являя взору золотую курицу с рубиновыми глазами. Внутри золотой курицы была миниатюрная копия императорской короны из золота и бриллиантов, а также маленький рубин, который императрица носила на цепочке на шее. Это оригинальное яйцо осталось в истории под названием курица. С этого дня корона обязывала Фаберже делать одно яйцо в год для Александра III, вплоть до его смерти. Эту традицию продолжил его преемник Николай II, который в общей сложности заказал еще 44 яйца. Точное количество яиц остается неизвестным, так как некоторые из них были сделаны для других богатых русских семей. Считается, что всего их было около 70, но тайна здесь заключается в том, что 8 королевских яиц пропали. Каждое из уцелевших яиц Фаберже стоит миллионы долларов, а значит, пропавшие будут стоить еще больше. 27. Драгоценности короля Иоанна. Король Англии Иоанн, живший с 1166 по 1216 год, любил собирать драгоценности и золотые пластины, и его коллекция была неизмерима. В 1216 году король отправился в Лин в Норфолке в районе, метко названном Болото, потому что он состоял из обширных областей опасных болот. Там король заболел дизентерией и решил вернуться в замок Ньюарк для лечения. Конечно, он выбрал безопасный путь, хотя и более медленный, но его солдаты и повозки, полные драгоценностей, личных вещей и даже корон, унаследованных от его бабушки, императрицы Германии, выбрали короткий и опасный путь через болото. Там они и исчезли. Его карета с сокровищами была потеряна и больше никогда не была найдена. Сам король Иоанн умер несколько дней спустя, положив конец этой истории. Если вдуматься, сокровище короля Иоанна часто считается самым большим королевским сокровищем в истории. Было ли оно действительно утеряно в болотах, или же украдено его собственными родственниками, до сих пор остается загадкой. 28. Потерянное золото инков.
Многие легенды говорят о потерянном городе Пайтити. По некоторым данным, именно здесь древние инки в отчаянии спрятали свои сокровища от европейцев во время их вторжения в Южную Америку. Благодаря неизвестному местоположению и легендам, окружающим затерянный город, Пайтити стал синонимом легендарного Эльдорадо. По мнению исследователей, Золотой город расположен в джунглях Перу. В ходе поисков было обнаружено много других поселений, в которых была найдена четкая информация о существовании Пайтити. Ученых и археологов до сих пор мучает вопрос, является ли этот город такой же легендой, как Эльдорадо, и кто знает, может быть, в скором времени на него появится ответ. 29. Медные свитки Мертвого моря. На северной оконечности Мертвого моря, недалеко от города Каля, Палестина, находится Кумранский археологический памятник. Именно здесь в 1946 году бедуин обнаружил знаменитые свитки Мертвого моря. Более поздние раскопки 11 пещер археологами выявили 972 текста пергамента и папируса и 2 необычных свитка из меди, которые, вероятно, являются двумя частями одного и того же артефакта. Медный свиток, о котором идет речь, был обнаружен в 1952 году в глубине пещеры номер 3 и отличается не только материалом, но и содержанием. Оказалось, что это подробный список из 64 мест, где якобы спрятано значительное количество золота и серебра. К сожалению, к описанию мест нет никаких подсказок, поэтому тайна остается неразгаданной и по сей день. Хотя многие историки считают, что некоторые из сокровищ, возможно, были найдены римлянами во время их вторжения в этот регион, разумно предположить, что по крайней мере некоторые из этих мест никогда не были обнаружены. 30. Сокровища Уильяма Кида. Шотландский капитан Уильям Кид – один из самых известных пиратов в истории. Он начал свою карьеру как уважаемый капер, нанятый европейскими королевскими особами для нападения на иностранные корабли и защиты торговых путей. Он занялся пиратством, главным образом в Индийском океане, прежде чем в конце концов был казнен в 1701 году за убийство и пиратство. Перед смертью Кид утверждал, что зарыл клад стоимостью 40 тысяч британских фунтов, хотя, по слухам, речь шла скорее о 400 тысячах. Только 10 тысяч фунтов стерлингов были найдены на острове Гардинера у побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, и были отправлены в Англию вместе с Кидом в 1700 году в качестве улик против него. Кид тщетно пытался использовать местоположение своего спрятанного сокровища в качестве козыря на суде. Ложная находка в 2015 году вызвала ажиотаж в СМИ, и сегодня охотники за сокровищами усердно трудятся, чтобы найти оставшуюся часть добычи, которая, как сообщается, может находиться где угодно от Карибского бассейна до восточного побережья Америки. 31. Сокровища Амара Парго. Амара Парго был испанским пиратом, ставшим капером, который жил с конца 17 по первую половину 18 века. Он возглавлял маршрут между Кадисом и Карибским морем, в основном нападая на корабли, принадлежащие врагам испанской короны. Он был известен как своего рода испанский Робин Гуд, поскольку раздавал большую часть награбленной добычи бедным и был также популярен, как Черная Борода. В конце концов, Парго стал самым богатым человеком на Канарских островах. После его смерти в 1747 году большая часть его состояния перешла к наследникам. Однако в своем завещании он написал о сундуке с резным рисунком из дерева на крышке, который он хранил в своей каюте. Внутри были золото, ювелирные изделия, серебро, жемчуг, китайский фарфор, картины, ткани и ценные драгоценные камни. Он объяснил, что содержимое сундука было перечислено в книге, завернутой в пергамент и помеченной буквой «Д». Однако он никому не сказал, где находится книга. Охотники за сокровищами прочесали все мыслимые места, но ничего не обнаружили. 32. Сокровище Черной Бороды. Печально известный пират Эдвард Тич, известный как Черная Борода, терроризировал Вест-Индию и восточное побережье Америки в конце 17-го,
начале XVIII веков. В первую очередь он нападал на корабли с золотом, серебром и другими сокровищами, которые покидали Мексику и Южную Америку. Согласно его бухгалтерской книге, состояние Черной Бороды оценивалось в $12,5 миллиона, что было относительно немного для пирата его уровня. Перед своей кровавой смертью в 1718 году Черная Борода заявил, что его настоящее сокровище лежит в месте, известном только ему и дьяволу. Хотя считается, что корабль Черной Бороды «Месть королевы Анны» был обнаружен в 1996 году, на борту не было почти ничего ценного, кроме горсти золота. Существует много теорий относительно того, где могут находиться сокровища Черной Бороды, но за 300 лет, прошедших с момента его смерти, так ничего и не было найдено. 33. Сокровища Лимы. В 1820 году, когда войны за независимость привели к конфликтам, по всей Южной Америке Римско-католическая церковь приняла решение перевести огромные сокровища, которые они собирали в Лиме с XVI века, в Мексику для безопасного хранения. Это сокровище, оцениваемое в сумму от 12 до 60 миллионов долларов, состояло из драгоценных камней, подсвечников и 2 золотых статуй Марии в натуральную величину. Возглавить эту операцию было поручено капитану Уильяму Томпсону, который был командиром нейтрального по отношению к конфликтам торгового судна из Бристоля под названием «Дорогая Мэри». Пока Томпсон и его команда направлялись на север, в сторону Коста-Рики, искушение стало слишком сильным, и они решили забрать это огромное сокровище себе, став пиратами. Во время своего путешествия они сделали остановку на острове, известном как Исла-дель-Коко, где спрятали сокровища, договорились разделиться и залечь на дно до тех пор, пока ситуация не успокоится, после чего они вернутся и поделят украденную добычу. К несчастью для Томпсона и команды, они были захвачены испанцами и преданы суду за пиратство, где все, кроме Томпсона и его первого помощника Александра Форбса, были казнены. Томпсон и Форбс спасли свои жизни, согласившись отвезти испанцев к месту нахождения сокровищ. Как только они прибыли на остров Кокос, 2 пирата сбежали в джунгли, и их больше никто не видел. Некоторые полагают, что Томпсон и Форбс сбежали с острова на британском китобойном судне. Томпсон уехал в Ньюфаундленд, а Форбс поселился в Калифорнии, где стал успешным бизнесменом. Кстати, именно эта история легла в основу книги «Остров сокровищ». 34. Сокровища вида Гали. Хотя технический клад вида Гали не утерян, он был одним из самых известных потерянных пиратских трофеев на Земле и ускользал от охотников за сокровищами почти 300 лет. В 1717 году у берегов Кейп-Кода затонул корабль под названием «Вида Гали» под командованием печально известного пирата Сэма Беллами по прозвищу «Черный Сэм», который считается самым богатым пиратом в истории. Корабль перевозил десятки тысяч золотых монет, заработанных на продаже порабощенных людей. В 1984 году команда дайверов сначала обнаружила корабельный колокол, а затем обнаружила тайник. В нем были африканские ювелирные изделия, мушкеты, серебряные монеты, золотые пряжки для ремней и 60 пушек, общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Также было обнаружено 6 скелетов, и предполагается, что один из них может принадлежать самому, печально известному Черному Сэму. Это единственное подтвержденное пиратское сокровище, которое когда-либо было обнаружено. 35. Сокровище мертвого епископа. В 1357 году корабль под названием Сан-Висенте отплыл из Лиссабона в Португалии, в Авиньон во Франции, перевозя сокровища, приобретенные Тибо де Кастильоном и епископом Лиссабона, который умер незадолго до этого. Сокровища включали золото, серебро, кольца, гобелены, драгоценные камни, изящную посуду и даже переносные алтари. Во время плавания недалеко от города Картахена, в современной Испании, Сан-Висенте подвергся нападению 2 хорошо вооруженных пиратских судов, экипаж которых захватил сокровища. Один пиратский корабль, которым командовал человек по имени Антонио Ботафок, что на языках,
используемых в то время в Иберии, означает огненный взрыв, позже был захвачен после того, как сел на мель. Однако другой корабль, которым командовал Мартин Янес, похоже, благополучно скрылся. Что случилось с Янесом, его пиратской командой и украденными сокровищами, неизвестно. 36. Сокровища Оливье Левассера. Согласно легенде, пиратские сокровища стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов зарыты на острове в Индийском океане. Хотя считается, что этот регион изобилует спрятанными кладами, говорят, что это Святой Грааль, самая большая добыча в мире. Эта история, которая читается как голливудский сценарий, передавалась из поколения в поколение на Сейшельских островах. Все началось в 1716 году, когда француз Оливье Левассер, также известный как Лабюс из-за скорости, с которой он нападал на своих врагов, получил свидетельство для работы в качестве капера. Но через несколько месяцев Левассер обратился к более прибыльной карьере пирата. В 1721 году Левассер и его сообщники 750 пиратов на 3 кораблях наткнулись на португальский галеон под британским флагом Носа Синьора ду Каба в порту Ла-Реюньон. Они высадили на борт 250 человек и убили экипаж. Левассер был поражен добычей. Историки описывают галеон как плавучую сокровищницу, которая, как полагают, состоит из золотых и серебряных слитков, драгоценных камней, неограненных бриллиантов, гиней, церковной утвари и кубков. Пираты быстро бежали в свою штаб-квартиру на Мадагаскаре, преследуемые британским флотом, и добыча была разделена между членами экипажа. После дележки, оставив себе часть сокровищ, Левассер исчез и, как полагают, спрятал все на Сейшельском острове Майи. Когда Левассер был наконец схвачен и казнен, 7 июля 1730 года на острове Реюньон, он очевидно знал, что в толпе были члены его пиратского братства. Он подбросил в воздух кусок пергамента с криком «Мое сокровище для того, кто сможет понять». Этот кусок пергамента представлял собой карту в виде криптограммы из 17 строк. С тех пор клад так и не был найден, несмотря на многочисленные попытки охотников за сокровищами. 37. Золото Монтесумы. Стоимость клада – 10-15 миллиардов долларов. В 1519 году столицей ацтеков Теночтитлан правил император Монтесума II, когда к ним пожаловал испанский завоеватель Эрнан Кортес. Жадные до золота испанцы начали терроризировать жителей города, а самого правителя заперли в темнице. Они поставили условие: «Мы вернем вождя, если его подданные смогут до краев наполнить темницу Монтесумы золотом». Однако индейцы не успели вовремя выполнить требования и наполнили комнату лишь на 2/3. Несмотря на то, что улов был и так внушительный, Кортес казнил вождя, чем вызвал восстание местных жителей, и в результате испанцы были вынуждены оставить город вместе с золотом. Через год, когда Кортес вернулся с более сильной армией и захватил город, сокровищ в хранилище уже не было. Индейцы успели спрятать их в окрестностях, и до сих пор никто не знает, где именно. 38. Тайник Малайского тигра. Стоимость клада – 40 миллиардов долларов. В середине Второй мировой войны в Японии существовала организация «Золотая лилия». В ее задачу входило любыми способами собирать золото и ценные артефакты по всей Юго-Восточной Азии. А полученные деньги должны были пойти на финансирование японской армии. Все награбленное складывалось в тайник в филиппинских джунглях, а охранял тайник генерал Ямасита по прозвищу «Малайский тигр». Однако война закончилась до того, как сокровища успели переправить в Японию. Ямасита приказал разделить ценности на части и спрятать в 170 местах по всей территории Филиппин. При этом часть золота находилась в специально построенных шахтах, расположенных в труднодоступных районах. Местные рабочие и военнопленные, принимавшие участие в захоронении клада, были убиты, а вскоре был убит и сам генерал. Эта история так и осталась бы красивой легендой, если бы в 1971 году кладоискатель Роджелио Роксас не нашел тайник в джунглях недалеко от города Багия. Группе Роджелио удалось утащить только часть, ящик золотых слитков,
и метровую золотую статую Будды весом в 1000 килограмм. После возвращения кладоискатель был арестован и заключен в тюрьму, а ценности конфискованы. Вскоре он умер, так и не раскрыв секрет, где находится один из тайников. 39. Побережье сокровищ. Стоимость клада – $2 миллиарда. Во Флориде есть пляж, который носит неофициальное название «Побережье сокровищ», потому что время от времени на берег пляжа вымывает золотые монеты и различные драгоценности. У такого феномена есть интересная предыстория. В 1715 году затонул испанский флот, груженный золотом, которое собиралось в кубинских колониях в течение нескольких лет. Это была целая казна, 11 галеонов, содержащих жемчуг, изумруды, золото и серебро. Казну должны были переправить с Кубы в Испанию. Но капитан судна совершил ошибку и отправился в море прямо перед сезоном ураганов. В итоге корабли разбило о скалы недалеко от Флориды. Спасти удалось около половины сокровищ, а остальная часть смешалась с песком. С тех пор иногда остатки драгоценностей выносят на побережье. Так, в сентябре 2013 года одна семья нашла золотую цепочку стоимостью $300 000. Правда, 20% пришлось отдать штату и еще 40% компании, которой принадлежит побережье. 40. Золото нацистов. Стоимость клада – от $1 миллиарда. В последние месяцы войны, когда Германия оказалась на грани поражения, нацисты решили спрятать захваченные во время войны ценности. Есть две популярные легенды о том, куда и как исчезло сокровище. Первая легенда рассказывает о бронепоезде длиною 150 метров, перевозившем различные ценности, от слитков золота и серебра до шедевров искусства, в числе которых может быть та самая янтарная комната. Существование поезда и его груза подтверждается фотографиями, документами и рассказами немецких офицеров. Считается, что поезд может находиться в одном из сотен тоннелей, являющихся частью подземных дорог, которые строились во время войны. При отступлении многие шахты были взорваны, поэтому понять, где находится состав, очень сложно. Вторая легенда связана с озерами, в которые в 1944 году немцы сбрасывали документы, артефакты и различные ценности. В 2003 году один ныряльщик обнаружил золотой кубок с нацистской символикой в Баварском озере Кимзи, еще одно озеро Топлиц. Как полагают, тут находится золото Рейхсбанка, оцениваемое в несколько миллиардов долларов. В 1959 году водолазы извлекли контейнеры, наполненные фальшивой валютой, которая была частью плана по уничтожению экономики крупных стран. На дне озера есть пещера с сильным течением, и на сегодняшний день в этих водах погибло уже 7 человек в попытках найти остальные сокровища. 41. Денежная шахта острова Оук. Остров Оук находится в Новой Шотландии, Канада, и, по слухам, впервые заброшенную шахту обнаружил 16-летний парень еще в 1795 году. Ранее пираты нередко заплывали в эти места, и ходила легенда, что именно на этом островке они и скрывали награбленное добро. Однако на протяжении нескольких сотен лет попытки кладоискателей так ни разу не увенчались успехом. Почему люди вообще решили, что в старой шахте спрятаны сокровища? Оказывается, в XIX веке на глубине 27 метров под землей был найден камень, нетипичный для Новой Шотландии, и на нем даже смогли рассмотреть очень интригующую надпись, которая гласила, что на глубине 40 футов под этим камнем закопаны 2 миллиона фунтов стерлингов. Как тут не копать? 42. Криптограммы Бейла. По легенде, американец по имени Томас Бейл и 30 других искателей приключений нашли неподалеку от Санта-Фе шахту, полную золота, серебра и других драгоценностей. Они забрали клад и перепрятали его в другое место, а куда именно до сих пор загадка. Впрочем, Бейл создал 3 отдельные криптограммы, в которых он зашифровал имена своих товарищей, описание сокровища и его координаты. Главная загвоздка состоит в том, что взломать этот шифр так пока что никому не удалось. Текст этих загадочных писем даже был опубликован, чтобы хоть кто-нибудь смог его разгадать,
но в итоге большинство кладоискателей подвергло сомнению не только существование клада, но и вообще реальность личности Бейла. 43. Минора из Второго Иерусалимского храма. После того, как в 586 году до нашей эры Навуходоносор II разрушил первый храм, построенный царем Соломоном, Иерусалим оставался без нового храма вплоть до 513 года до нашей эры. К несчастью, второй храм также был разрушен, но уже римлянами в 70 году нашей эры. Целой осталась только западная стена легендарного здания. Евреи убеждены, что в качестве трофея римляне похитили из этого храма огромную золотую минору, иными словами ритуальный подсвечник на 7 свечей. Больше ее никто с тех пор не видел. 44. Золотая сова. Эта легендарная статуэтка была закопана где-то во Франции 24 апреля 1993 года. Французский писатель Режис Хос, часто издававшийся под псевдонимом Макс Валентин, разработал квест по поиску золотой совы, а в помощь искателям сокровищ в своей книге он оставил 11 подсказок. Каждая из подсказок – это загадка, представленная в книге собственным заголовком, текстом и иллюстрацией. По предварительным оценкам Валентина, на поиски статуэтки у его читателей должно было уйти от 8 до 14 месяцев, но и по сей день никто не смог найти вожделенный клад. Победитель этой игры в кладоискателей получит приз в размере 1 миллиона франков, но пока что даже такая серьезная мотивация никому не помогла. 45. Императорская печать Китая. С 221 года до нашей эры наследственную печать царств, высеченную из нефритового камня Хэши-Би, передавали от одного императора к другому, даже когда приходил черед новой династии, ведь такова была священная традиция. Так было вплоть до примерно 907-960 года нашей эры, когда легендарный диск был предположительно утрачен. Никто не знает, куда именно делась императорская печать Китая, а многие уже даже решили, что ее и вовсе никогда не существовало. Впрочем, до сих пор остаются кладоискатели, продолжающие поиски легендарной реликвии. 46. Клад хана Едыгера Магмета. Из школьного курса истории мы знаем, что в 1522 году Иван Грозный совершал так называемые Казанские походы, которые положили конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства. После этого оно вошло в состав Московского государства. Осада 1552 года была 5-й по счету, предыдущие 4 были совсем провальными. К походу Грозный подготовился основательно, собрал аж 150 тысяч воинов. И этого количества хватило, чтобы взять город и продемонстрировать военный потенциал любому внешнему врагу. Однако хан Едыгер Магмет, который в то время защищал город, был достаточно храбрым малым и сражался до последнего. Хан решил не оставлять врагам ничего из своей казны. Он распорядился надежно спрятать все сокровища, принадлежащие городской мечети ему лично. Перед ханом стояла непростая задача – незаметно спрятать сокровища вблизи вражеского войска. Как же он это провернул? В одну из ночей казначей, отучив с подручными, вывезли 6 бочонков с драгоценностями, слитками золота, серебряными и золотыми монетами, составлявшими выкуп и пожертвования мусульман для мечети, а также военными трофеями хана, длинными парадными кинжалами с золотой гравировкой, золотыми цепями, украшенными лазуритом, и личным оружием побежденных полководцев. Как сам казначей сказал хану, он захоронил сокровища на дне большого озера Кабан, возле Казани. И когда город пал, в нем не обнаружилось ничего, что способно было бы потешить завоевателей. Бочки с сокровищами тоже не были найдены. В общем-то, Ивану Грозному не было дела до сокровищ Казани, ведь захват Казани открыл множество дорог, от Поволжья до Сибири. Так что дерзайте, может, станете счастливчиком и найдете клад. 47. Золото конфедерации. В апреле 1865 года войско Союза направилось в столицу конфедерации Ричмонд, штат Вирджиния, спугнув при этом находившихся там президента Джефферсона Дэвиса и его последователей. По мнению северян, спасаясь бегством,
Президент Южан вывез из Ричмонда большие богатства, но когда солдаты Союза задержали Дэвиса, при нем нашли всего лишь несколько долларов. Президент Конфедерации и его приспешники были очень богатыми людьми, и северяне были просто уверены, что их противники скрыли от них золотые запасы на целые миллионы долларов. Но куда же делись эти сокровища? Никто толком не знает, но поиску этого клада посвящено немало фильмов и книг. 48. Золото Леона Трабука. Во время Великой депрессии богатый мексиканский предприниматель Леон Трабука и 4 его партнера пытались незаконно вывести из страны около 16 тонн золота. Испугавшись, что их поймают и посадят в тюрьму, контрабандисты закопали свое сокровище где-то в пустыне Нью-Мексико. Трабука и его союзники поняли, что продавать это золото слишком рискованно, поэтому они так никогда его и не откопали назад. В течение 5 лет 3 из 4 напарников Леона умерли, а сам он унес местоположение тайника с собой в могилу. С тех пор поиски клада не прекращаются. 49. Ожерелье Патиалы. В 1928 году мастера ювелирного дома Cartier создали шедевральное ожерелье, которое было украшено 2930 бриллиантами, включая и один из самых больших бриллиантов в мире под названием De Beers. Ожерелье было сделано для махараджи индийского штата Патиала, но в 1948 году оно было похищено прямо из королевской казны. Говорят, что в последующие годы его отдельные части появлялись на аукционах и в ювелирных магазинчиках по всему миру, но большая часть уникальных бриллиантов так и остается ненайденной. 50. Маска Фавна работы Микеланджело. Эта мраморная маска Фавна приписывается итальянскому художнику Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони, который жил с 1475 по 1564 год. Маска принадлежала музею Барджело во Флоренции, но в 1944 году была украдена из замка Кастелло ди Попи, расположенного в Тоскане. Кто украл? Солдаты из 305-й дивизии немецкой армии, которая входила в состав 10-й армии Германии. Солдаты украли маску в период между 22 и 23 августа 1944 года и поместили ее в грузовик. Последний раз грузовик, в котором находились это и другие произведения искусства, видели 31 августа на территории Италии. А дальше он как в воду канул. 51. Сокровище битвы при Литл Биг Хорн. Большинство американцев знакомо с историей про битву при Литл Биг Хорн, которую также иногда называют последним боем Джорджа Кастера, ведь этот генерал тогда крайне опрометчиво выставил небольшой кавалерийский полк против нескольких тысяч индейцев. Однако мало кто знает, что с этим сражением связано 2 крупных сокровища. При себе у людей Кастера была внушительная сумка с золотом и деньгами, а после их проигрыша коренные американцы закопали эти ценности в тайном месте. Шайенский вождь Две Луны нарисовал карту с указанием места клада, но она была утеряна, и сокровище роты Кастера так никто и не нашел. Второе сокровище связано уже с капитаном Грантом Маршем, который управлял речной лодкой на реке Бигхорн. В попытках спасти своих людей, капитан был вынужден сбросить в воду груз, в числе которого были также золотые слитки на сумму в $350 тысяч. Предположительно, это сокровище до сих пор скрывается где-то на дне реки. 52. Сокровище Фореста Фена. Бывший военный пилот времен войны во Вьетнаме, промышляющий продажей предметов искусства, коллекционер и археолог-самоучка, миллионер Форест Фен в возрасте 87 лет спрятал огромное богатство где-то на территории заповедника «Скалистые горы». Ключ к разгадке места, где спрятан клад ветерана, это стихотворение, написанное самим Феном. По его утверждению, сокровище непременно достанется тому, кто сможет правильно использовать все подсказки из стихотворения старика. 53. Сокровище горного перевала Кауэнга. Этот перевал находится в Калифорнии, и, по слухам, где-то там закопаны несметные богатства. Но есть подвох. Говорят, что сокровище проклято, потому что многие кладоискатели, которые за ним охотились,
погибли при загадочных обстоятельствах. Вдобавок никто до сих пор не знает, где же именно искать этот тайник. 54. Секретная гробница императора Нгуен Зык Тонга. Нгуен Зык Тонг правил Вьетнамом дольше всех императоров за всю историю этого народа, и за время на троне он сумел накопить невероятное количество ценностей. У императора не было наследников, поэтому он приказал построить огромный мавзолей. Строительство длилось в период с 1864 по 1867 год, но в итоге Нгуен Зык Тонг настолько убоялся, что гробницу с его телом и сокровищами ограбят, что приказал обустроить место для секретного захоронения. После смерти императора по его же приказанию 200 слуг, которые похоронили своего господина, были обезглавлены, чтобы впоследствии они не смогли выдать расположение тайной гробницы, полной золота и других драгоценностей. Сокровищница Нгуен Зык Тонга так до сих пор и не найдена. 55. Сокровища горы Виктория. В 1937 году мужчина по имени Док Нос из местечка Уайт Сэндс, штат Нью-Мексико, в районе пика Виктория нашел крупный тайник с золотом и серебром, который предположительно мог стоить почти 1,7 миллиарда долларов. В те годы простые граждане по закону не имели права владеть золотом, поэтому Нос не смог воспользоваться кладом, и вместо распродажи сокровища он перепрятал слитки по всей округе. Говорят, что мужчина очень сильно отдалился от семьи и друзей, пытаясь уберечь найденное сокровище. Впрочем, позже он обзавелся партнером по имени Чарли Райан, вместе с которым Нос пытался продать золото на черном рынке. Однако паранойя Носа все же помешала этому предприятию, ведь ему казалось, что напарник предаст его, и поэтому слитки вновь были перепрятаны. Оказалось, что Док был прав насчет Райана, ведь в итоге тот застрелил его. Где убитый спрятал золото, до сих пор неизвестно. 56. Праведные судьи. Панно «Праведные судьи» является частью Генского алтаря, произведения искусства XV века, написанного Губертом и Яном ван Эйками в соборе Святого Бава в Генте, Бельгия. На панно изображены несколько персонажей, личности которых точно не установлены, верхом на лошадях. Вероятно, одним из персонажей является Филипп Добрый, который был герцогом Бургундии во время создания алтарного образа. Панно было похищено в 1934 году и до сих пор не найдено. 57. Чемодан с боспорским золотом. Строго говоря, чемодан, который кладоискатели часто называют золотым, был черным, а по документам проходил как спецгруз номер 15. Но за счет содержимого чемодан более чем оправдывает свое название. 70 серебряных понтийских и боспорских монет митридатовского времени, пантикопейские монеты червоного золота, золотые боспорские монеты, генуэзские, византийские, турецкие монеты, медали, золотые бляшки, древние ювелирные украшения, эти и многие другие сокровища III-V веков нашей эры были найдены в готском захоронении и переданы Керченскому историко-археологическому музею в 1926 году. Потеряны они были всего 15 лет спустя. В сентябре 1941 года, когда немецкие части прорывались в Крым, директор музея Юрий Юльевич Марти вместе с секретарем местного горкома Иваненко сложили готскую коллекцию в фанерный чемодан, обитый дерматином. С чемоданом они сначала отправились через Керченский пролив на пароме, а потом на грузовике через Краснодар в Армавир, где издали его вместе с остальными эвакуированными экспонатами. Однако здание, где хранились ценности, было полностью разбомблено при авианалете и сгорело. Ходили слухи, что золотой чемодан, как представляющий особую ценность, хранился отдельно, в горосполкоме, и поэтому уцелел. Лишь в 1982 году историки и исследователи выяснили, что впоследствии чемодан все же был вывезен в станицу Спокойную и попал к партизанам. Все это происходило уже в тот момент, когда район был полностью окружен гитлеровцами. Считается, что они знали о ценном грузе, однако так и не смогли его найти. Теперь это время от времени пытаются сделать заезжие кладоискатели.
Ищут, помимо прочего, в горах и около станицы, где когда-то и располагался партизанский отряд, пока без результата. Что искать? 719 древних предметов из золота и серебра, общим весом около 80 килограмм. Где искать? Отрадненский район Краснодарского края, станица Спокойная. 58. Клад Леньки Пантелеева. Карьера знаменитого питерского вора Леньки Пантелеева делится на 3 этапа, один другого короче. До 1922 года Леонид Пантелеев был красноармейцем и чекистом. После загадочного увольнения из органов Пантелеев стал эдаким Робин Гудом, грабящим исключительно непманов и прожигающим, так сказать, заработанное с истинно русским размахом. Довольно быстро Пантелеев был пойман, однако уже в ноябре 1922 организовал единственный в истории крестов удачный побег. Освободившись таким образом из заключения, Ленька решил поработать ударно, а потом уйти за границу. В течение 2 месяцев он совершил около 35 вооруженных налетов с убийствами. У жертв забирали деньги, цепочки, браслеты, серьги, кольца и прочие малогабаритные ценности. Выехать из страны Леньке не удалось. В ночь на 12 февраля 1923 года оперативники выследили его и застрелили при задержании. Однако накопленное Пантелеевым богатство как сквозь землю провалилось. По крайней мере, именно в такой версии уверены питерские диггеры, продолжающие искать его по сей день в многочисленных подземных ходах города. Время от времени они натыкаются на бандитские схроны, состоящие из оружия, инструментов и прочих элементов воровского быта, но гран-при пока так и не взят. Что искать? Золотые монеты, ювелирные изделия. Ориентировочная стоимость на сегодняшний день – 150 тысяч долларов. Где искать? Санкт-Петербург. Подвалы Александра Невской лавры, Лиговские катакомбы и прочие подземелья в центре города. 59. Золото с теплохода «Варягин». Известно, что грузопассажирский пароход «Варягин» под командованием капитана Овчинникова, принадлежавший купцу Алексею Семеновичу Варягину, потерпел крушение в Уссурийском заливе 7 октября 1906 года. Следовал он из Владивостока в бухту Суходол, тогда именовавшуюся бухтой Ганьгоузы, и по свидетельству местных газет осуществлял доставку почты и денежных средств для населения и воинских частей, а также перевозил 250 пассажиров. Но на своем пути пароход наткнулся на мину, одну из тех, что остались в заливе после русско-японской войны. Пароход затонул практически мгновенно. Спастись успели лишь 15 человек, включая капитана. Это происшествие и по сей день остается крупнейшей катастрофой в истории российского дальневосточного судоходства, но СМИ в то время большим влиянием не обладали, и дело было быстро предано забвению. За исключением одной детали, в прошении к местному генерал-губернатору поверенный Варягина просил в силу исключительных обстоятельств компенсировать перевозившиеся на судне 60 тысяч рублей золотом, а также некий особо ценный груз. Губернатор купцу отказал, но в 1913 году сам капитан Овчинников предпринял попытку судоподъемной экспедиции. Корабль был обнаружен, но выяснилось, что для успешной операции потребуются гораздо большие силы и средства. Сначала повторную экспедицию переносили из-за штормов, потом началась Первая мировая война, а затем революция. Поэтому после неудачной экспедиции капитана Овчинникова попыток поднять Варягин не предпринималось. Что искать? Золотые монеты. Ориентировочная стоимость на сегодняшний день – 3,5 миллиарда рублей. Где искать? Владивосток. Уссурийский залив, между створом 3 камней, горой Варгли и бухтой Суходол. 60. Золото Колчака. Золото Колчака – одна из самых популярных среди сегодняшних кладоискателей историй. Поэтому неудивительно, что версии, показания и векторы поиска достаточно сильно разнятся. Наверняка известно лишь то, что в 1918 году в Омске адмирал Александр Васильевич Колчак был провозглашен верховным правителем российского государства. И эта, альтернативная большевикам власть, была подкреплена большей частью российского золотого запаса,
вывезенного белыми войсками из Казани, куда этот запас был эвакуирован в начале Первой мировой. После проверки в Омском отделении Государственного банка общая стоимость запаса была оценена в 650 миллионов рублей. Когда же в 1921 году, после поражения Колчака, Чехословацкий корпус отдал золото большевикам в обмен на гарантии беспрепятственного выхода из России, оказалось, что количество слитков уменьшилось и теперь оценивается всего лишь в 400 миллионов. Неизвестной остается судьба около 250 миллионов царских золотых рублей, и вот тут уже возникли версии, среди которых имеет смысл выделить две основные. Некоторые исследователи считают, что золото осталось в области, часть в подземных ходах под зданием отделения Госбанка и часть в земле в районе станицы Захламина. По другой версии, золото было отправлено обозами во Владивосток. По свидетельству эстонского солдата Карла Пурока, служившего в сибирском полку Колчаковской армии, золото пришлось выгрузить на станции Тайга, неподалеку от Кемерово, и закопать. В пользу второй версии говорит тот факт, что в начале 1941-го НКВД вызвало Пурока из Эстонии, чтобы он помог следователям в их сибирских поисках. Произведя множество раскопок в указанном районе, они так ничего и не обнаружили. Пурока арестовали за злоупотребление доверием и обман органов власти, и через год он умер в исправительно-трудовом лагере. Что искать? Золотые слитки. Где искать? Омск, Омская область, Кемеровская область, поселок Тайга. 61. Сокровища Смоленского банка. Известно, что банковские ценности вывозились из отчаянно сопротивлявшегося гитлеровским войскам Смоленска чуть ли не в последний момент. Также известно, что в начале августа 1941 года колонна из 8 грузовиков отправилась в Вязьму, однако на Соловьевской переправе была обстреляна, и до ближайшей деревни от Носова доехали только 5 машин, дальнейшая судьба которых неизвестна. Вязьма, находившаяся в 20 километрах к востоку, уже практически была захвачена немцами. Несмотря на то, что о грузе ничего не известно наверняка, принято полагать, что именно эти грузовики перевозили ценности Смоленского банка. Идею эту подали в свое время местные жители, которые утверждали, что когда в один из накрытых брезентом грузовиков попала бомба, то тысячи сверкающих монет фонтаном разлетелись по лесу. Предполагается, что командование колонны пришло к однозначному выводу: вывести банковские ценности в целости и сохранности из Вязьминского котла уже не представляется возможным, и если бумажные деньги можно было сжечь, то золото и серебро следовало закопать. Главным доказательством этой истории служит тот факт, что после войны в Относово было обнаружено множество серебряных монет выпуска 1924 года, которые вышли из обращения задолго до войны. Однако местонахождение самого клада по-прежнему неизвестно. Что искать? Серебряные монеты, золотые слитки. Ориентировочная стоимость на сегодняшний день – 6,5 миллиона долларов. Где искать? Смоленская область, деревня Относово. 62. Клад заводчика Андрея Баташова. Во второй половине XVIII века богатый тульский заводчик Андрей Баташов основал поселок Гусь-Железный, первую часть названия которому дала река Гусь, впадающая в Оку, а вторую – залежи железных руд, позволившие Баташову построить тут завод. Фактически Баташов был безграничным хозяином всех здешних мест и, согнав чуть ли не весь народ из подвластных ему деревень, за 2 года построил себе грандиозную усадьбу-крепость, по словам современников, напоминающую гораздо больше жилище средневекового феодала, чем усадьбу русского помещика. Домовой церковью ему служил и поныне сохранившийся Троицкий собор. Брат Андрея Иван Баташов продолжал заниматься промышленностью, а сам Андрей, по многочисленным рассказам, постепенно из заводчика превратился в местного разбойника. По крайней мере, доподлинно известно, что все свои промышленные дела он забросил и сконцентрировался на постройке усадьбы, регулярно отправляясь в Москву сорить деньгами. Что касается окрестных земель, то, несмотря на декларируемое Баташовым уничтожение всех разбойных банд, грабежи проезжих обозов продолжались.
а 300 человек, привлеченных для тайных работ внутри усадьбы, куда-то пропали. До смерти покровительствующего Баташову князя Потемкина никаких вопросов к заводчику на официальном уровне не возникало, а вот после того, как Потемкин скончался, в Орлиное гнездо, так назвал Баташов свою усадьбу, прибыла ревизия, в том числе и для того, чтобы проверить наличие некоего, так сказать, тайного монетного двора. Однако никаких несметных богатств или очевидных нарушений обнаружено не было. Сам же бывший заводчик окончательно превратился в отшельника и в 1799 году скончался в своем имении. Несмотря на то, что Баташов был одним из богатейших россиян своего времени, никаких значительных материальных ценностей после его смерти в усадьбе обнаружено не было. На сегодняшний день уцелели барский дом, где сейчас находится детский санаторий, несколько флигелей, развалины театра и многочисленных оранжерей. Однако археологов, историков и кладоискателей волнуют не только и не столько они, сколько секретная система подземных ходов и тайников. Но усадьба является историческим памятником, так что проведение каких-либо серьезных раскопок здесь крайне проблематично. Что искать? Различные ценности. Где искать? Рязанская область, поселок Гусь-Железный, усадьба Орлиное гнездо. 63. Богатство графа Растопчина. Историческая усадьба Воронова в 37 километрах от Москвы во время войны 1812 года была резиденцией генерал-губернатора Москвы графа Растопчина, о котором Толстой довольно пренебрежительно писал в «Войне и мире». В свое время Растопчин сумел сделать из поместья нечто такое, что современники называли «маленьким Версалем». Из европейских столиц сюда свозили мраморные статуи, античные вазы и произведения искусства. Однако сдавший Москву наполеоновским войскам Растопчин при отступлении демонстративно поджег свой дворец и оставил записку на французском языке. «Французы, в Москве оставил я вам 2 моих дома и движимости, на 500 000 рублей, здесь же вы найдете 1 пепел». Считается, что таким образом он дал всем понять, что свое добро он уничтожил, ибо никакой эвакуации ценностей не проводилось. Однако современники указывают на странное поведение генерала в последние дни обороны. Славившийся гостеприимством Растопчин не приглашал в свое имение никого из штаба, расположенного неподалеку от усадьбы. Подозрителен и тот факт, что Растопчин даже не попытался отослать ничего ценного со своими дворовыми и крестьянами, отправившимися в другое его имение в Липецкой губернии. Поджог он осуществлял лично, а при пожаре пропало даже то, что сгореть никак не могло, к примеру, мраморные статуи. Окончательно все стало складываться в единую картину, когда в 1983 году специалисты из Института спецпроектреставрации обнаружили на территории длинный подземный ход высотой в 2 с лишним метра. Далеко пройти по нему не удалось, своды его оказались слишком непрочными, и ход завалили землей во избежание несчастных случаев. Таким образом, существование подземных ходов в Воронова не вызывает никаких сомнений, но серьезные поиски до сих пор не проводились. Тем более, что с недавнего времени на территории бывшей усадьбы открыт санаторий Воронова. Что искать? Фарфоровые, серебряные и бронзовые изделия, картины, гобелены. Где искать? Санаторий Воронова, 61-й километр Старокалужского шоссе, в 37 километрах от МКАД. 64. Клад Сигизмунда III. Смутное время, что вполне логично, было особенно богато на захоронение ценностей в земле, и немалая часть найденных кладов в России датируется именно XVI-XVII веками. Впрочем, история главного клада тех времен до сих пор не окончена, а начинается она словами «Я отправил из Москвы с разным добром 923 подводы в Калужские ворота на Можайск». Оригинал этой кладовой записи, по преданию, сделан на медной доске и хранится в Варшаве, куда и направлялись награбленные в России сокровища, предназначенные для короля Сигизмунда III. Как известно, в 1611 году в Москве вспыхнуло восстание против польских оккупантов, которое было жестоко подавлено и привело лишь к дальнейшему разграблению столицы. Поляки, по свидетельству Карамзина, грабили казну царскую,
взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду, сдирали с икон оклады, делили золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные. Собирались ли эти ценности и правда отправлять Сигизмунду, или кто-то из его подчиненных планировал использовать их для того, чтобы править в России, неизвестно. Но упомянутые 923 подводы не дошли даже до Смоленска, сгинув по дороге. При этом есть, казалось бы, даже точные указания на место захоронения клада. Ценности были зарыты в 650 метрах от погоста Николая Чудотворца Лапотного, который стоит у реки Хворостянки. Проблема лишь в том, что никто сегодня точно не знает, что это за погост, и под приведенное географическое определение попадает слишком большое количество мест. Исследователи сходятся на том, что искать надо около современного Можайска либо в окрестностях Апрелевки. Что искать? Драгоценности, ювелирные изделия, золото и серебро. Где искать? Московская область, Можайск, Апрелевка. 65. Клад Наполеона. Сокровища, захваченные наполеоновскими войсками в Москве, являются такой же притчей во языцах, как, например, библиотека Ивана Грозного. Между тем нет никаких причин сомневаться в их реальности, а вот о деталях спорить можно бесконечно. Любой учебник истории сообщит, что в октябре 1812 года французский главнокомандующий принял решение покинуть захваченную столицу, что войска его отправились на Старую Калужскую дорогу, что русские полки преградили путь и вынудили непрошенных гостей отступать по Старой Смоленской дороге. Известно, что при Наполеоне было два обоза, так называемый «золотой» с драгоценными вещами Кремля и железной с коллекцией древнего оружия. Вслед за ними следовало еще множество повозок с награбленным. Французы определенно не хотели покидать Россию без трофеев. Но помимо русских войск в их и без того испорченные планы вмешались русская зима, русские дороги, а затем голод. Наименее ценные грузы стали скидывать уже через несколько дней, а первый клад, относящийся к этим событиям, нашли у подмосковной реки Нара, там была найдена серебряная посуда. Приказ уничтожать лишние повозки и не оставлять русским ничего, то есть сжигать, топить или прятать добро, Наполеон отдал еще до того, как они достигли Можайска. Свои же обозы он сохранил как минимум до реки Березины, после сражения, при которой стало понятно, уже не до сокровищ. Главное вывести из России как можно больше солдат. Белорусские исследователи настаивают, что главнокомандующий потащил свои обозы дальше, тогда как российские кладоискатели считают, что ценности были затоплены в одном из озер на западе Смоленской области. В разные времена предпринимались неоднократные попытки обследовать эту местность. К примеру, в начале 1960-х к озерам отправились комсомольские отряды, но без результата. Сегодня чаще всего организуются экспедиции к Семлевскому озеру, поскольку несколько лет назад геофизики обнаружили в его водах повышенное содержание серебра и золота. Задача перед искателями, впрочем, не из легких. Дно озера покрыто 16-метровым слоем ила. Что искать? Старинное оружие, позолоченный крест с колокольни Ивана Великого, серебряные люстры, подсвечники, бриллианты, золото в слитках и монетах. Где искать? Смоленская область, поселок Семлево, Семлевское озеро. 66. Золотые кони хана Батыя. Кони хана Батыя – это золотая, в буквальном смысле этого слова, мечта волгоградских кладоискателей. Когда-то два золотых коня в натуральную величину украшали вход в сарай Батый, столицу Золотой Орды. Сделаны они были по приказу Батыя, из всего собранного за год в качестве дани золота, плюс рубиновые глаза. Следующий после Батыя хан Берки перенес их в свою столицу, свой сарай, располагавшийся неподалеку от нынешнего села Царев Волгоградской области. Исчезли же они уже при знаменитом Мамае, точнее одновременно с ним. Как известно, хан Мамай проиграл Куликовскую битву, после чего Орда стала отступать и далеко утащить двух коней не смогла. Ведутся споры о том, были ли кони цельнозолотые или полые, а также были ли они спрятаны вместе или порознь. Существует версия,
что один из них захоронен вместе с Мамаем. А стало быть, искать имеет смысл в курганах, которых в тех местах превеликое множество. Например, на берегу реки Ахтубы, чуть ниже города Ленинска. Что искать? Пара золотых коней. Где искать? Ленинский район Волгоградской области. Далее в видео мы расскажем о кладах и сокровищах, которые уже были найдены, и судьба которых уже больше не вызывает вопросов. 67. Большой московский клад. Один из главных, так сказать, поставщиков сокровищ – Московский Кремль. На территории древнейшего поселения города не раз находили клады. К примеру, в XIX веке во время ремонта обнаружили медную братину, заполненную бронзовыми и медными древнеримскими монетами. Но как деньги I-III веков оказались в Москве? Похоже, кто-то купил в XVII веке коллекцию в Европе и затем припрятал. Так сказать, земельные инвестиции были надежным способом защитить сбережения от воров и мародеров. В 1939 году у Спасских ворот нашли металлические кувшины, в которых лежали 33 800 монет. В россыпи денег времен царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича обнаружились также кресты и украшения. Видимо, кто-то пытался так сохранить свои накопления во времена соляного бунта, когда из-за повышения налогов и цен на соль в Москве началось восстание. Но самая крупная находка случилась в 1988 году. Строители, занятые земляными работами, буквально наткнулись на сокровища XIII века, слитки золота и серебра, славянские, скандинавские и персидские украшения, всего 300 предметов. Скорее всего, князь Владимир Юрьевич спрятал в землю казну, спасая ее от нашествия Батыя. В 1238 году хан сжег Москву, но сокровища ему не достались, пролежав в земле больше 700 лет. 68. Клад Трубецких-Нарышкиных. Ремонт помощник историков, да еще какой. Во время строительных работ в петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных в 2012 году рабочие вскрыли перекрытие между вторым и третьим этажами и потеряли дар речи. Перед ними лежали мешки с кофрами и шкатулками со столовым серебром, медалями, ювелирными украшениями, часами и канделябрами и множеством других вещей. Долго думать они не стали и решили поскорее все вывести. Рабочие, которые посреди ночи что-то торопливо грузят в фургон, показались дежурному полицейскому подозрительными. Он наугад открыл один из мешков. И тут уже пришла его очередь терять дар речи. В 1917 году Нарышкины, а вслед за ним и последние владельцы особняка, поручик лейб-гвардии гусарского полка Сергей Сомов и его жена Наталья Нарышкина покинули Россию. Больше 2000 предметов с гербами княжеского рода Нарышкиных и Сомовых, включая роскошный сервиз фирмы Игнатия Сазикова, в общей сложности 400 килограммов сокровищ, стали крупнейшей находкой в России. 69. Рязанский клад. В 1822 году, занимаясь строительными дорожными работами, крестьяне Устин и Моисей Ефимовы нашли пару кругляшков, с виду похожих на золотые. Стали искать дальше, и плуг стал вынимать из земли браслеты, иконы, колты, ими украшали женские головные уборы, и бармы, большие круглые медальоны с драгоценными камнями, жемчугом и изображениями святых. Эти массивные украшения считаются одной из княжеских и царских регалий. За клад, найденный на городище Старой Рязани, Ефимовы получили вознаграждение в 10 тысяч рублей. 70. Клад из Ипатьевского переулка. Когда-то на территории Ипатьевского переулка в Москве селились гончары и кузнецы, потом этот район облюбовали зажиточные горожане. В XVI веке дворяне и бояре, находившиеся на государственной службе, должны были по первому же требованию отправиться на смотр или в поход и иметь на такие случаи вооружение и доспехи. Так что ничего удивительного, что в одном из домов в Ипатьевском переулке обнаружили в 1895 году целый арсенал: шлемы, кольчуги, наконечники для пик и монеты времен Ивана Грозного. В 1969 году археологи обнаружили тут же обугленный бочонок с топорами,
ножами и ручной кованой пищалью гладкоствольным ружьем. Но куда более удивительную находку сделали в 1970-м огромный медный таз, доверху наполненный испанскими песо и реалами, отчеканенными не только в Мадриде, Барселоне и Севилье, но и в Мексике, Боливии, Колумбии, всего 3398 монет. Находка потянула на 74 килограмма. Откуда же они взялись в Москве? Похоже, какой-то купец хотел продать их в казну для переплавки. 71. Клад гостиного двора. Буквально на расстоянии вытянутой руки оказалось золото, которое обнаружили в 1965 году в петербургском гостином дворе. Рабочие во время ремонта вскрыли пол и нашли кирпичную кладку, только слишком неровную. Стали ее разбирать, старинные стройматериалы оказались непривычно тяжелыми. А может, это золото, посмеялись рабочие, но на всякий случай решили отнести находку на экспертизу. Оказалось не просто золото, а высшей пробы, 900-й. Интерес к нудной работе сразу же подскочил в разы. К первому кирпичу добавилось еще 7. В общей сложности они потянули на 128 килограмм. Когда-то в этом помещении находился ювелирный магазин поставщика императорского двора Ивана Морозова. Его сыновья на всякий случай устроили тут тайник, но после революции так и не смогли забрать то, что в нем хранилось. 72. Клад старого гостиного двора. Самый крупный из найденных на территории Москвы кладов был обнаружен весной 1996 года при раскопках на территории старого гостиного двора при расчистке бревенчатого основания сгоревшего дома на 6-метровой глубине. Сокровища были помещены в 2 кувшина, белоглиняный, закрытый деревянной пробкой, и медный, накрытый медной миской. Рядом с кувшинами лежали 2 больших медных орнаментированных блюда. Внутри кувшинов хранились 335 европейских монет талеров и более 95 тысяч русских серебряных копеек. Изготовленные из высокопробного серебра талеры были привезены из Соединенных провинций Нидерландов, германских земель и городов, швейцарских кантонов, Дании, Швеции, Норвегии, Польши и других западноевропейских государств. Большая часть копеек этого клада была чеканена в годы правления Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова. Кроме монет, клад содержал 16 серебряных сосудов, чарку, 9 чаш и 6 стаканов, изготовленных как западноевропейскими мастерами, так и русскими серебряниками. Среди них выделяется серебряная чарка с гравированным, подчеркнутым позолотой, орнаментом и ручкой, оформленной в виде стилизованных птичьих голов. Кому же принадлежал этот клад? Его необычно крупный размер позволяет считать владельцем гостя, так называли в средневековой Руси представителей верхушки купеческого сословия. Дата сокрытия клада определяется по самой младшей монете, каковой является польский талер короля Владислава Сигизмундовича 1640 года. Вероятно, клад был спрятан в 40-х годах 17 века. Можно только предполагать, по каким причинам были спрятаны такие сокровища. 73. Клад купца Плюшкина. В 2016 году в Пскове археологи обнаружили больше 300 монет, медали, украшения и ордена. Сокровища были аккуратно упакованы в 6 жестянок. Новгородские, псковские, московские и тверские чешуйки и ефимки, переплавленные из иностранных талеров и отчеканенные заново с царским клеймом, времен царя Алексея Михайловича, копейки Бориса Годунова, монеты Петра I, наградной ковш и кубок Екатерины II, коронационные монеты и даже афинажный золотой слиток высокой пробы. Скорее всего, эта коллекция принадлежала купцу Федору Плюшкину, страстному собирателю редкостей и древностей. Свое собрание он пополнял на протяжении 40 лет. Интересовало его буквально все – живопись, оружие, личные вещи Александра Суворова, иконы и, конечно же, монеты. Их в его коллекции было 84 ящика, даже больше, чем в Эрмитаже. 74. Клад, найденный в Устюжне. Больше 800 килограмм монет было найдено
в подвальном помещении собора Рождества Богородицы в Устюжне в 1936 году. Деньги самых разных лет, от императрицы Анны Иоанновны до Николая II, в основном медные, но были и серебряные, скорее всего в храм попали в качестве пожертвований. Например, на отливку колоколов. 75. Минский клад. 4 августа 1988 года в столице Белорусской Советской Социалистической Республики экскаваторщик Блатун Леонид Иосифович копал траншею и вдруг увидел, как из ковша выпал блестящий предмет. Мужчина вышел посмотреть и обнаружил сундук, больше напоминавший по размерам гроб. Он оказался набит сокровищами. Милиция, прибывшая на место, не допустила разграбления клада. Позже, при описании находки было подсчитано, что всего в сундуке находилось 547 предметов. Одни только серебряные монеты и изделия из серебра весили 13 килограммов. В Минском кладе были обнаружены в большом количестве предметы быта, кружки, подсвечники и другие изделия московских, минских, рижских и западноевропейских мастеров, датируемые XVII-XX веками. Также среди сокровищ нашли 461 монету, в том числе и золотые, разных номиналов конца XIX – начала XX века. 76. Морской клад. В феврале 2012 года знаменитый искатель сокровищ из США Грег Брукс обнаружил затонувшее британское судно «Порт Николсон», которое в 1942 году так и не довезло в Нью-Йорк бриллианты, золото и платину СССР. По утверждению Брукса, судно было потоплено торпедой германской подводной лодки. Ценности, по всей видимости, были отправлены в США из Советского Союза для оплаты за ленд-лиз. По признанию самого Брукса, который состоит в организации, занимающейся поисками затонувших судов Subsea Research, он обнаружил порт Николсон еще в 2008 году с помощью эхолокатора. Позднее его команде удалось на подводную камеру заснять корпус погибшего судна, причем на его борту был виден заводской номер. Брукс отметил, что не хотел сообщать широкой общественности об обнаружении затонувшего судна, чтобы сначала оформить через суд право на подъем его груза. По предварительным оценкам, на борту находились 70 тонн платины, технические алмазы и бриллианты, общей массой 16 миллионов каратов. Стоимость найденного оценивается в 2,6 миллиарда фунтов стерлингов, 3,64 миллиарда долларов. С 2012 года никаких сообщений о том, поднял ли Брукс эти сокровища или нет, в СМИ не появлялись. 77. Пекинский человек. В 1923 году в пещере, близ деревни Чжоукоудянь, расположенной недалеко от Пекина, были обнаружены окаменелости гоминида, которого иногда называют пекинским человеком прямоходящим, разновидность Homo erectus, жившего между 200 тысячами и 750 тысячами лет назад. Пекинский человек сыграл важную роль в становлении китайской антропологии и способствовал важному диалогу между западной и восточной наукой на десятилетия вперед. Окаменелости стали центром антропологической дискуссии и были классифицированы как прямой предок человека, что подтверждает гипотезу о том, что люди эволюционировали в Азии. Окаменелости исчезли в 1941 году во время японского вторжения в Китай, и сегодня их местонахождение неизвестно. Некоторые ученые предполагают, что окаменелости были потеряны в море во время транспортировки в США. Другие считают, что они могут находиться под автостоянкой в Китае. 78. Затонувшее серебро у берегов Ирландии. В 2012 году поисковики подняли со дна океана около 48 тонн серебра. Клад стал одной из самых крупных находок серебра. Его стоимость оценили в 38 миллионов долларов. Ценный груз был на военном транспортнике, который затонул после атаки немецких подводных лодок. Клад нашли после того, как Министерство транспорта Британии объявило вознаграждение. 79. 500 000 золотых и серебряных монет рядом с Сан-Франциско. В 2007 году компания Odyssey Marine Exploration,
которая специализируется на геолого-разведочных работах, нашла на шельфе испанский корабль. На борту были обнаружены золотые и серебряные монеты. После того, как клад был найден, разразился ужасный скандал. Правительство Испании потребовало отдать клад, а само золото было вывезено с территории Перу. 80. Клад храма Шри Падманабхасвами. В индийском храме Шри Падманабхасвами в июле 2011 года обнаружили подвал с сундуками, наполненными золотыми монетами. Общий вес только монет около 1 тонны. Самой ценной находкой стала золотая статуя индийского бога Вишну, ростом 1,2 метра. Кроме этого, в подвале храма также нашли мешки с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Найденный клад оценивался в 20 миллиардов долларов. Археологи говорят, что несметные богатства – не что иное, как пожертвования, которые собирались веками. Наверняка вы спросите, как получилось, что такие сокровища так долго прятались практически на поверхности земли. До 2011 года хранилище храма контролировала индийская аристократическая семья, у которой городские власти отсудили это право. После открытия хранилищ масштабы находки потрясли не только Индию, но и весь мир. 81. Троянский клад. 31 мая 1873 года Генрих Шлиман, археолог-самоучка, один из основателей полевой археологии, нашел один из самых сенсационных кладов за всю историю. Раскопки проводились в Малой Азии, в Трое. Клад включал в себя около 12 тысяч золотых изделий. Только вообразите себе это количество золотых диадем, серег, чаш и кубков. Современные археологи называют эту находку клад Приама. 82. Q-источник. Источник Q, как его называют современные ученые, это гипотетический текст I века нашей эры, содержащий ряд изречений, приписываемых Иисусу. Если он существовал, ученые полагают, что источник Q был использован древними авторами для создания Евангелий от Матфея и Луки. Существование источника Q частично основано на том, что несколько отрывков в Евангелиях от Матфея и Луки идентичны. Хотя Евангелие от Марка считается источником для Евангелий от Матфея и Луки, некоторые отрывки, включенные в Евангелие от Матфея и Луки, отсутствуют в Евангелии от Марка. Некоторые ученые считают, что эти отрывки взяты из другого источника, который они называют Q-источником. Q означает «quell», что в переводе с немецкого означает «источник». Проблема в том, что ни одна копия Q-источника, если он действительно существовал, не сохранилась. Некоторые последние исследования предполагают, что Евангелие от Маркиана, неканонический текст II века, также может содержать части этого Q-источника. 83. Стаффордширский клад. В Англии в 2009 году кладоискатель-любитель Терри Герберт неожиданно наткнулся на невероятно ценную находку. Он нашел более 5 килограмм золота и 2,5 килограмма серебра. Археолог раскопал более 3500 предметов на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов, это почти 4 миллиона долларов. Говорят, Герберт, хоть и стал человеком состоятельным, до сих пор не бросил ремесла кладоискателя. 84. Легенда о Эльдорадо. Попав на территорию современной Колумбии, конкистадоры узнали об индейском обычае, который породил легенду о богатейшей стране золота Эльдорадо. По легенде, правитель индейцев обмазывался смолой или глиной, затем несколько помощников через трубочки покрывали его золотым песком. Он превращался в Эльдорадо, что переводится с испанского как «позолоченный». Потом, так сказать, золотой повелитель вместе с несколькими спутниками плыл на загруженном драгоценностями плоту на середину озера. Там они бросали в воду золотые украшения, как жертву богам, а потом бросались в воду и плыли к берегу. При этом с правителя смывалось золотое покрытие. Судя по всему, подобный обычай действительно существовал, но проводился редко, во время коронации царя-жреца. Испанцы были так поражены этими рассказами, что значительно преувеличили масштабы обычая,
Церемония в рассказах о Эльдорадо стала чуть ли не ежедневной, а золотая пыль чем-то вроде царской одежды. Конечно, такая интерпретация делала количество похороненного в озере золота просто огромным, равно огромным должно быть количество желтого металла в стране, где золото так щедро тратится, это и стало основой легенды о стране Эльдорадо. На каком именно озере совершался обряд, ставший прообразом легенды, доподлинно неизвестно, однако существуют доказательства, что подобный обряд проводился в доиспанские времена на Гуатавито. В озере и на его берегах было найдено немало золотых изделий чипче-муисков. Часть из этих находок хранится сейчас в Боготе, в основанном в 1939 году Музее золота. Первая попытка добыть сокровища Гуатавито была предпринята в 1580 году. Купец Антонио де Сепульведа по собственной инициативе и на свои средства предпринял попытку осушить озеро. Он приказал высечь в скалистом берегу канал и по нему отвести из озера часть воды. Так удалось снизить уровень озера на 3 метра. Затем Антонио де Сепульведа поднял с болотистого дна ряд золотых предметов, которые ныне стали украшением музея золота в Боготе. Но этого улова купцу не хватило для возмещения расходов по дальнейшему осушению озера. Из колумбийских архивных документов следует, что в 17 и 18 веках несколько человек пытались извлечь со дна озера сокровища Чипче. Но технические возможности того времени не позволили настолько осушить озеро, чтобы проникнуть к самому глубокому месту воронкообразного дна. В 1801 году в Боготу приехал Александр Гумбольдт. Он составил точную карту озера и высчитал, что на дне лежит не менее 50 миллионов золотых украшений. Последнюю попытку достать сокровища сделали англичане в 1912 году. Было создано специальное акционерное общество с первоначальным капиталом в 30 тысяч фунтов стерлингов. Золотоискатели решили провести полный дренаж озера и доставили к нему через Анды на мулах мощные паровые насосы. После нескольких недель работы уровень воды понизился на 12 метров. Но дальнейшему осуществлению проекта помешала природа, под солнечными лучами ил и грязь, появившиеся на осушенных берегах, быстро высохли и спеклись в подобную цементу массу. Англичанам пришлось отказаться от своих намерений. 85. Богатая Флорида. Берега Флориды – место, которое таит в себе множество секретов. Возле восточных берегов на морском дне покоятся сокровища корабля «Сан-Мигель», которые были затоплены в 1715 году. В тот год Испания отправила 11 судов с драгоценностями из Кубы. Через 6 дней пути разразился шторм, и все корабли пошли ко дну. Археологами найдены всего 7 кораблей, на которых находилась лишь небольшая часть сокровищ. По оценкам археологов, на морском дне все еще покоится богатство на сумму в $2 миллиарда. А в 1984 году на побережье Флориды обнаружили место крушения корабля, с которого подняли около 5 тонн разных ценностей. Сокровища оценили в $15 миллионов. Нашел их кладоискатель Барри Клиффорд. И еще один клад нашли испанцы неподалеку от Флориды. Галеон Аточи в течение 2 месяцев загружали богатствами, с трудом отправили его в плавание, но к цели он так и не пришел. Испанские власти пытались найти и поднять сокровища, но безрезультатно. Только в 1985 году они были найдены Мелом Фишером. Он организовал собственную команду, привлек инвесторов и исследовал 120 квадратных километров морского дна. Команда добыла сокровищ на $450 миллионов, но эксперты говорят, что в море остались еще сокровища на сумму $500 миллиарда. 86. Клад из 50 тысяч римских монет, датированных 290 годом нашей эры. Клад был найден в 2010 году Дэвидом Криспом. Он является кладоискателем-любителем. Сокровища оценивают всего в $5 миллионов. Наиболее ценен клад в историческом аспекте. Это связано с тем, что в этот период Римская империя переживала экономический кризис, и качество монет очень низкое, а сам клад представляет собой 4-летнее жалование воина-легионера. Найденные монеты можно лицезреть в Британском музее. 87.
Сокровища кельтов на острове Джерси. Археологи, которые вели раскопки на острове Джерси, Британия, обнаружили тайник с сокровищами кельтов. Клад был спрятан около 2000 лет назад. Скорее всего, его утаили от войск Рима, которые вторглись на Британские острова. Сейчас стоимость украшений и монет оценивается в $17 миллионов. 88. Редкие монеты из немецкой библиотеки. В Государственной библиотеке городка Пассау уборщица Таня Хельс в 2011 году случайно обнаружила редкие монеты. Свою находку Таня отнесла руководству. Клад оценивается в несколько миллионов евро. В этом тайнике находились очень редкие византийские, греческие, римские монеты. Считается, что эта коллекция была скрыта от властей в 1803 году по той причине, что власти забирали монастырские монеты и книги на нужды правительства. 89. Клад из Букингемшира – $1 миллион. Пол Коулман, кладоискатель-любитель, получил неплохой подарок на Рождество. 21 декабря 2014 года, решив с пользой провести рождественские каникулы, он начал проводить раскопки на поле в Линборо, Букингемшир, и скоро наткнулся на свинцовый сундучок. В нем оказалось больше 5000 монет X – начала XI веков. Изначально клад оценили в $1 миллион, однако по мере изучения монет, которые, как оказалось, были в идеальной сохранности, цена понемногу растет. Букингемширское сокровище считается одним из ценнейших кладов, найденных в Британии. 90. Клад из Сродос-Лёнска – $50 миллионов. Наверное, почти никто в мире не знает о существовании небольшого польского городка Сродос-Лёнска, кроме кладоискателей. Для них он – легенда, и они устремляются сюда в поисках своего святого Грааля с металлоискателями наперевес. А началось все с того, что в 1985 году здесь снесли старое здание, под фундаментом которого был обнаружен клад из 3000 серебряных монет XIV века. Кладоискатели напряглись, и не зря. За последующие 3 года в городке снесли несколько домов, обнаружив на их месте еще немного серебра, россыпи золотых монет и старинную золотую корону с драгоценными камнями. Общая стоимость найденного превысила $50 миллионов. 91. Сокровище Черного лебедя – $500 миллионов. Этот корабль, который археологи окрестили Черным лебедем, долгие годы был легендой кладоискателей. По отрывочным свидетельствам историков, британцы затопили фрегат, нагруженный сокровищами, в 1804 году где-то в районе Гибралтара. Этих отрывочных сведений хватило американским кладоискателям, чтобы, собрав экспедицию с авантюрным названием «Одиссей», отправиться на поиски. Авантюризм не подвел, в районе Гибралтара экспедиция нашла сокровища с затонувшего судна, оцененные впоследствии в $500 миллиона. Но тут испанские колонизаторы нанесли удар из глубины веков. Испанское правительство предъявило исторические свидетельства, претендуя на клад, и выиграло дело. Сокровище все-таки добралось до Испании почти 3 столетия спустя. 92. Сокровище Куэрдейла – $2,6 миллиона. В 1840 году строительные рабочие, ремонтировавшие набережную в английском Куэрдейле, неожиданно наткнулись в земле на старинный сундук. В нем оказалось около 40 килограммов серебра в слитках, монетах и украшениях. Как позднее заявили ученые, эти сокровища относятся ко временам викингов, которые не раз бывали в Британии и оставляли здесь до поры свои богатства. Клад оценивается в $2,6 миллиона, но главная его ценность безусловно историческая. Сегодня он экспонируется в Британском музее. Самое несправедливое в этой истории – то, что рабочим, нашедшим клад, разрешили взять лишь по паре монет, после чего бесцеремонно отобрали находку именем науки. 93. Бактрийское золото – $100 миллионов. Этот клад был обнаружен советско-афганской археологической экспедицией в 1979 при раскопках древних царских захоронений на севере Афганистана. Раскопав могильный курган,
археологи обнаружили более 21 тысячи золотых изделий эпохи кочевой культуры, спрятанных в отдельных камерах могильного кургана. Сокровища были тщательно переписаны и отправлены в Национальный банк Афганистана. С тех пор, на всем протяжении смутных лет афганской войны, правления Талибана, становления Афганской республики, все причастные с любопытством думали о судьбе золота, подозревая, что его давно уже нет в стране. Талибы, агенты КГБ или даже американские авантюристы просто обязаны были в какой-то момент смуты вывести его. Однако каково же было всеобщее удивление, когда в 2003 году золото обнаружилось на своем месте, в банковском хранилище, сложенном в старые ящики и спрятанном за грудой устаревших советских монет. Сейчас клад оценивается примерно в $100 миллионов, огромное богатство для бедной страны. 94. Клад Хоксне, $4 миллиона. Этот клад из категории случайных находок. В 1992 году фермер из английской деревушки Хоксне, потеряв на поле молоток, решил одолжить у соседа металлоискатель, не пропадать же инструменту. Молоток он нашел, а вместе с ним полусгнивший деревянный сундук, полный золота и серебра. Поняв, что в его руки попала настоящая ценность, фермер перекопал поле не хуже колхозного трактора, обнаружив под землей еще целый ряд драгоценных артефактов, включая изделия времен Римской империи. Все найденное он продал оптом Британскому музею за 3 с небольшим миллиона фунтов, все, кроме молотка, разумеется. 95. Корабль с Белитунга, $90 миллионов. В 1998 году индонезийские рыбаки, промышлявшие у острова Белитунг в Малайском архипелаге, обнаружили останки потерпевшего крушение судна. Они лежали в 20 с лишним метрах от поверхности воды, вполне доступная глубина для человека в водолазном снаряжении. Спустившись под воду, исследователи обнаружили старинное судно, датируемое примерно IX веком нашей эры. По их предположению, это был арабский купеческий корабль, возвращавшийся с грузом из Китая и затонувший по пути на родину. На судне обнаружилась огромная коллекция старинных артефактов, китайские вазы и блюда, иранские чаши, азиатские и персидские керамические изделия и даже золотая чаша, одна из самых больших из числа, найденных в старинных кладах. Клад был передан Совету по туризму Индонезии, который владеет им по сей день. 96. Клад с Центральной Америки, $150 миллионов. Пароход «Центральная Америка» затонул во время урагана 1857 года у юго-восточного побережья США. Долгие годы он был известен под именем «Золотого парохода», ведь у него на борту в момент крушения находилось более 15 тонн золота. Так что когда в 1987 его обнаружили кладоискатели, им пришлось выдержать судебную тяжбу против 39 страховых компаний, выплативших 100 с лишним годами раньше компенсацию тем, кто пострадал в результате крушения корабля. В итоге им удалось отстоять у страховщиков более 90% клада. Его стоимость можно оценить лишь приблизительно, но известно, что только один 35-килограммовый золотой слиток с Центральной Америки был продан на аукционе за $36 миллионов. 97. Антикитерский клад, $160 миллионов. В 1900 году греческие водолазы нашли у берегов острова Антикитера потерпевший крушение корабль, возраст которого оценили в 2000 лет. Ученые и искатели сокровищ под контролем греческого управления археологии сумели поднять некоторые находки с борта корабля на поверхность уже год спустя. Однако самая интересная находка была сделана в 1976 году. Это был так называемый антикитерский механизм, состоявший из бронзовых шестеренок и, по мнению ученых, предназначенный для того, чтобы следить за движением небесных светил. Кроме того, исследователи обнаружили большое количество монет, амфор, стеклянных изделий и статуй, включая статую юности, бронзовую статуэтку, датированную 300 годом до нашей эры. Исследование антикитерского клада еще далеко до завершения,
В 2014 на поверхность были подняты новые артефакты с корабля. 98. Клад с Республики – 180 миллионов долларов. Пароход «Республика» с грузом золота и серебра на борту затонул в 1865 году недалеко от Саванны, штат Джорджия, на пути в Новый Орлеан. В 2003 его обнаружила группа охотников за сокровищем. За находкой последовала целая череда судебных процессов, которая не завершена до сих пор. Кладоискатели и страховые компании никак не могут решить, кому и в каких пропорциях будет принадлежать находка, стоимость которой только по приблизительным оценкам приближается к 180 миллионам долларов. 99. Клад из Панагюришти бесценен. В 1949 году трое братьев, простые крестьяне, отправились на поле рядом с болгарским городом Панагюришти заготовлять глину для кирпичей. Но с кирпичами у них в тот раз не сложилось. Едва они начали копать, как лопата одного из братьев ударилась обо что-то твердое. Это оказался старинный сосуд из желтого металла. Вслед за первым сосудом последовал второй. Так, в общей сложности, братья извлекли из земли 9 золотых предметов, кувшинов, кубков и блюд, общим весом более 6 килограммов. Ученые считают, что эти предметы больше 2000 лет назад принадлежали к сокровищнице фракийских царей. Стоимость клада не определена до сих пор, учитывая древность и редкость предметов, ученые считают его бесценным. 100. Сокровища Кейсарии бесценны. Для большинства из нас национальные парки – это место, где можно познакомиться с сокровищами природы. Но встречаются здесь и иные сокровища. В 2015 году группа израильских дайверов, ныряя в гавани национального парка Кейсарии, обнаружила на дне несколько древних золотых монет. Правительство Израиля послало на место находки группу исследователей, которые, в общей сложности, обнаружили там более 2000 монет. Ученые датировали их IX веком нашей эры и с учетом их прекрасной сохранности объявили клад бесценным. На этом я бы хотел закончить это видео со 100 тайнами кладов и сокровищ, спрятанных по всему миру. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Сокровище голландца Шульца. Во время сухого закона знаменитый нью-йоркский гангстер по прозвищу голландец Шульц на своих аферах сделал целое состояние, но так не могло продолжаться вечно, и однажды за ним пришел прокурор Томас Дьюи. Говорят, что Шульц так сильно боялся лишиться всех своих денег, что закопал около 7 миллионов долларов где-то в горах Катскилл. Точное местоположение этого тайника никто не знает, ведь гангстер унес этот секрет с собой в могилу. Поиски легендарного клада продолжаются и по сей день. Вот такими у нас получились 100 тайн кладов и сокровищ, спрятанных по всему миру. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.